Следующий короткий ролик был снят в метро. Посмотрите. Right. Speak to staff or text police 61016. We'll sort it. В отражении можно было увидеть чье-то жуткое лицо, которое то пропадало, то появлялось вновь. Видео, кстати, испугало многих пользователей, особенно тех, кто ездит в транспорте поздним вечером. Большая фигура. Следующий ролик был снят поздно вечером. Давайте посмотрим. Среди деревьев была снята достаточно большая фигура. Была ли это игра света или что-то паранормальное? Неизвестно, но я с удовольствием почитаю ваши версии. Дверь. Следующее видео сняла девушка, на странице которой все видео связаны с макияжем. Она раньше не верила в паранормальное, пока не столкнулась с ним в своей квартире. Давайте посмотрим. अगर रात के 12 बज रहे हैं और मेरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दरवाज़ा खुल रहा है और बंद हो रहा है बहुत देर से। देखा? अस्तगफिरुल्लाह। Когда она находится в комнате, дверь вдруг открывается. И это было только начало. Дальше она закрывается без видимой на то причины. А девушка идет прямо туда, чтобы проверить, что происходит. बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ कोई नहीं है। Наверху она видит что-то и не решается подняться, чтобы понять, что это было. Но на этом все не закончилось. Дальше она слышит странные звуки и снимает все на видео. से कैमरा खोला है कि तुम्हें पता है दरवाज़ा खुद ही खुल रहा है, खुद से खुद ही बंद हो रहा है। वो देखा बस। На этот раз дверь сначала закрывается, а потом открывается сама по себе и видео обрывается. Девушка все еще задается вопросом о том, что происходит у нее дома. А что это было на самом деле, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Ванная. Следующий ролик сняла женщина, которая просто хотела принять душ. Посмотрите. За шторкой можно увидеть чью-то темную руку, которая шевелится и пропадает из кадра. Когда женщина решается проверить, что же это было, то внутри никого не обнаружила. Обманула ли она всех нас или нет, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Babe, where you at? Quit playing, I ain't got time for this. TV stuck on static, fridge humming like it's try to spit. Doors cracked open, curtains swaying, but the window shut. Goosebumps rise, something telling me to keep my mouth shut. Кровать.
В следующем ролике блогер отправился на поиски паранормального. Он отправился в дом, где по легендам обитают призраки. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. 보세요. В какой-то момент, находясь в комнате, он слышит стук. Несмотря на все происходящее, он продолжает свое большое расследование. Он устанавливает камеру и ложится на кровать, чтобы понять, произойдет ли что-то или нет. Спустя некоторое время кто-то или что-то стучит в дверь, а блогера кто-то стягивает. Он осматривает комнату, но никого и ничего не находит. Может быть, это были члены его команды, а может быть, что-то паранормальное. Старый дом. Следующую серию роликов сняла девушка-риэлтор по имени Джессика. Она сдает в аренду и продает различные дома. Некоторые из них очень старые, и в них происходят различные инциденты. На этот раз она услышала странные звуки в доме 1925 года и начала снимать. Hello? Can you hear it? I don't know, it's from outside. Oh my goodness. I think I have to leave. Она осматривает дом и слышит странный шум. Замирая от страха, Джессика продолжает снимать в поисках ответов. Однако, услышав посторонний шум, риэлтор решает покинуть этот дом. Джессика находилась в состоянии страха, но хотела найти ответы, поэтому вновь вернулась сюда. Ее любопытство победило. I went back to that abandoned house, the one where I heard those noises, and you will not believe what I found upstairs. This time, when I walked in, it was completely silent. Too silent. I told myself I wouldn't go upstairs, but my curiosity won. I had to see what was up there. As I climbed the stairs, I heard a sound, a low creaking noise, like something shifting. My heart stopped until I realized it was just an old chain hanging from the ceiling, swaying slowly, but then I saw it. A Pepsi can sitting on the windowsill, and on top of it, a freshly burned cigarette, half smoked,
I felt cold. Someone had been here. Someone was here the first time I walked through this house, and I didn't even know it. Would you go back? What would you do if you found this? На этот раз наверху было тихо, но когда она поднималась по лестнице, то заметила, что в одной из комнат включена люстра, а также наверху стоит банка пепси и недокуренная сигарета. Джессика отметила, что в тот момент ей было достаточно холодно. Кто-то явно был здесь помимо нее. Джессика вновь вернулась в этот дом, поскольку был запланирован просмотр с клиентом. Не дождавшись его, девушка поднялась наверх одна и пожалела. Did you see it? Oh my god. What was that? Oh my goodness. I think I have to leave. Спустя несколько секунд осмотра дверь в ванную закрылась, и кажется, там кто-то был. Джессика выбежала из дома и решила, что вернется сюда только с клиентом. Однако в тот момент дом уже был пуст. Девушка все еще задается вопросом о том, что или кто это был. Призрак, сквоттер или просто ветер. Зеркало. Следующий короткий ролик наделал много шума в социальных сетях. Девушка приставила камеру телефона к зеркалу, и вот что получилось. Вы видели чье-то лицо? Как думаете, что это было? Простой монтаж или оптическая иллюзия? Пишите ваши мысли в комментариях. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Дед морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это ты видишь. Свет сквозь темноту, юмора и скрава. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться, не дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться, не дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Домофон. Данный ролик был снят в Японии. Давайте посмотрим. 誰？わかんない。これずっといいんだよ、こいつ。こいつずっとピンポン鳴らしてんの？そう。めっちゃキモくない？俺ちょっと見てくるわ。え？いやいや、ちょっとやめてよ。やめた方がいいってこれ。いや、ちょっと。え？
Парень с другом находились дома, когда раздался звонок. На видеодомофоне они кого-то видят и решаются открыть дверь. Когда мужчина открывает дверь, то видит, что у входной двери никого нет. Однако они вновь слышат звонок, а дальше происходит нечто жуткое. Нельзя. Некая фигура приближается к мужчине, хотя он никого не видит. Фигура видна через домофон. А когда друг снимает мужчину, видно, что рядом с ним никого нет. Однако видео с домофона выглядит жутковато. А дальше происходит еще кое-что. Друг, который пришел в гости к мужчине, просто пропадает, а входная дверь закрывается. Мужчина бежит к двери и закрывается, даже не думая о том, куда пропал его друг. И тут вновь раздается звонок. Он идет к домофону и видит уже две фигуры, предположительно его друга и еще одного мужчины. На этом видео заканчивается. А как вы относитесь к таким видео, снятым в Японии? Пишите в комментариях. Окно. Данное видео было найдено в социальных сетях, и о нем много спорили. Давайте посмотрим. Пользователь, по его мнению, заснял что-то жуткое в одном из окон дома. Посмотрите и напишите, что это было по вашему мнению. Обсудим вместе. Монастырь. Фрэнк, блогер и любитель паранормального, на этот раз отправляется в монастырь, который по легендам населен призраками. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Я такого никогда не видел. Это просто потрясающе. Как... Кто это? Я слышу, как кто-то кричит. Посмотри на это. Это как Иисус и Дева Мария. Значит, люди, которые жили здесь раньше, были очень религиозными. Я на 100% уверен, что слышал, как кто-то ходит по комнате. Послушай. Послушай это. Я перестану двигаться. Это было чертовски жутко, я слышал это. Здесь есть кто-нибудь, кто хотел бы поговорить со мной? Как тебя зовут?
Меня зовут Фрэнк. Я слышал, как кто-то ходит по комнате. Тебе интересно? Спустя некоторое время мужчина слышит нечто похожее на крики. Когда Фрэнк входит внутрь, он слышит чьи-то шаги, будто находится здесь не один. В одном из помещений он снимает отчетливые стуки, действительно напоминающие шаги. Несмотря на все происходящее, Фрэнк идет дальше. Привет. Здесь почти нет ветра. Марко. Черт возьми. Он пытается пообщаться с предполагаемыми призраками и задает им вопросы. В какой-то момент, кажется, он получает ответ. Фрэнк выходит на улицу, чтобы понять, есть ли кто-то около монастыря. Он возвращается обратно, не прекращая попыток заснять паранормальные инциденты. И спустя какое-то время происходит нечто жуткое, чему Фрэнк не придал значения, находясь внутри монастыря. Марко. Марко Поло. Это здание меня пугает. Я вижу, что на деревьях что-то висит. Ты можешь потрогать занавеску. Эй, ты здесь? Я больше не получаю никаких ответов. Я только что наступил в кучу. Вот дерьмо. Я тоже это почувствовал. Он увидел что-то странное в стене, будто кто-то мог наблюдать за ним через эту дырку. Но это было еще не все. Здесь никого нет. И посмотри, какое большое место. Оно просто огромное. Что это было? Я только что что-то увидел. Некоторое время спустя Фрэнк заснял проходящую по помещению темную фигуру. Когда он подошел ближе, то там уже никого не было. Сначала он подумал, что это была птица, но когда просматривал видео вновь и вновь, убеждался, что это было нечто иное. А как вы считаете, кто это был? Человек, призрак или что-то совсем иное? Посмотрите еще раз и напишите ваше мнение в комментариях. В первом ролике девушка просто снимала видео для TikTok, но ее подписчики кое-что заметили. Посмотрите. На заднем плане проходит фигура в белом с темными волосами. Девушка утверждает, что она была дома одна. Тогда кто или что это было? Следующий ролик был найден в TikTok. Давайте посмотрим.
человек в обратную пьет. Женщина сняла, что за стеной ее квартиры кто-то или что-то стучит, и это ее очень беспокоит. Она утверждает, что стена очень тонкая, а за ней находится их кухня. Живут они втроем, бабушка, дочка, внучка. 7 дней и 7 ночей они пытаются понять, что за стуки происходят за стеной. Самое страшное, как рассказывает женщина, внучка начала общаться с тем, что там обитает, а в ответ получает нечто вроде ударов, будто кто-то и правда пытается отвечать. По мнению семьи, нечто невидимое отстукивает ответы, а верить им или нет, решайте сами. I snatched the knife off the carpet, hands shaking, mind split. I see my own reflection smirking. Wait, this don't make sense. I look down, there's no one here, just me, the blade, the blood. But my girl's still tied up, so who the hell was I just fighting, bro? Sirens wail in the distance, red and blue flash in the glass. I step back, heart pounded, what the fuck just happened fast? The door burst open, cops yelling, tell me drop the knife. But my hands won't move, I've been stuck in this scene all night. They